3 года без Жанны Фриске. Анна Семенович, Ольга Орлова и другие вспоминают певицу. Сегодня прошло ровно 3 года со дня смерти певицы Жанны Фриске. Друзья, родные, близкие и поклонники ее творчества публикуют в соцсетях архивные фотографии и вспоминают яркую звезду российского шоу-бизнеса, жизнь которой оборвалась в 40 лет. Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет вселенную, написала в Инстаграм Анна Семенович. Другая подруга Жанны и тоже бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась в соцсети фотографией, на которой когда-то была запечатлена вместе с ней. Напомним, скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года после двухлетней борьбы с раком головного мозга. Отец ее единственного сына, телеведущий, сегодня вспомнил об этой болезни на съемке программы «На самом деле». Нет слов, чтобы объяснить это совпадение. Сегодня 15 июня, день, когда не стало Жанны. И именно на этот день абсолютно неожиданно, совершенно спонтанно выпала съемка «Решетка на самом деле», в которой мне предстоит говорить о раке головного мозга. Говорить об этом без эмоций мне по-прежнему сложно. И все-таки случайности не случайны. Не так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И воспринимаю это как напоминание о том, как важно говорить о болезни. Для того, чтобы не только победить ее, но и победить главное – страх, написал Дмитрий. Их с Жанной сыну Платону в этом году исполнилось 5 лет. Отец мальчика иногда показывает фолловерам в Инстаграм, как растет ребенок. «Самое ценное для меня – это возможность провести с ним время», – говорил Дмитрий о сыне в редком интервью. Напомним, осенью 2016 года Шепелев выпустил книгу о Жанне. В день 3-й годовщины со дня смерти певицы пост о ней в Инстаграм опубликовала и Наталья Фриске, родная сестра Жанны. «3. Все равно не чувствую я, что тебя больше нет. Для меня ты всегда жива», — написала она. Фото Инстаграм.